Всем привет, меня зовут Оскар, с вами канал IT Verdict, и сегодня мы поговорим об очередных устройствах компании Orico, которые помогают облегчить вашу жизнь. Это два USB-концентратора, которые позволяют расширить необходимое количество интерфейсов на вашем стационарном компьютере или ноутбуке. И начнем мы с первого из устройств. Это модель Orico RCR2A SV. Да, с названиями, конечно, туговато. Данное устройство подключается через USB Type-C, и на лицевой панели при этом мы получаем тот же самый Type-C, через который можем подключить различные девайсы или накопители. Далее идут два порта USB 3.0, также для подключения периферии и прочих устройств. И последний порт — это полноценный гигабитный Ethernet порт, позволяющий подключить проводной интернет или создать в случае необходимости проводную локальную сеть. Устройство выполнено полностью из алюминия, корпус не собирает отпечатки, кабель плотный и толстый, в общем, сборка, как всегда, очень качественная. И, в общем, в плане внешнего вида абсолютно никаких вопросов, выглядит очень солидно. Ну и немного нюансов. На лицевой панели также находится и маленький индикатор питания, который горит либо синим при подключении, либо красным при зарядке. Продемонстрировать это, как и некоторые из того, что я буду говорить дальше, я, к сожалению, не могу, поскольку у меня дома нет ноутбука с Type-C. Есть только стационарник, который по некоторым причинам перенести сюда на съемочное место я не могу. Поэтому буду говорить на словах то, что я смог проверить. Далее, устройство, по заверению производителя, поддерживает двунаправленную передачу электропитания. Ее я проверить не смог, ибо опять же нечем, однако приложу картинку с официального сайта, как это должно выглядеть на практике. Диапазон напряжения 5-20 вольт, мощность 60 ватт. Что касается Ethernet порта, то он помимо того, что гигабитный, естественно поддерживает AutoMDIX, то есть автоматически распознает, обычный ли это кабель или кросс. И по факту этот порт является полноценным Ethernet портом, так же как и на обычном компьютере. USB 3.0 порты, соответственно, поддерживают скорость передачи до 5 гигабит при идеальных условиях. На практике скорость будет зависеть от размера файлов и прочих факторов, о которых вы и так знаете. Также устройство имеет целый ряд разного рода защит и, что немаловажно, работает безо всяких драйверов. По поводу применения и выводов по данному устройству мы поговорим чуть позже, хотя, на мой взгляд, это вещи более чем очевидные, и сперва рассмотрим второй вариант. Это модель Orico RCH3A SV, и что касается визуала, я его описывать не буду, все абсолютно то же самое. Устройство отличается лишь портами. Если мы взглянем на переднюю панель, то тут имеются также два USB 3.0 порта, аналогично с предыдущим устройством. А вот третий порт уже в данном случае HDMI, который позволяет подключить любой монитор, проектор или любое другое устройство, способное подключаться по данному интерфейсу. Но это еще не все. В данном случае на задней панели у нас есть еще два дополнительных порта, которые не поместились на переднюю панель. Это еще один дополнительный USB 3.0, а также Type-C и индикатор питания. Именно поэтому все возможности первого устройства, за исключением Ethernet соединения, полностью применимы и ко второму. Разумеется, устройство также собрано, имеет алюминиевый корпус и все преимущества предыдущей модели. Кстати, помимо этого, в данном форм-факторе Orico есть еще несколько похожих устройств. Все они, как правило, имеют на борту 2 или 3 USB 3.0 порта и отличаются лишь дополнительными интерфейсами. Но об этих устройствах мы поговорим как-нибудь в следующий раз. Ну и теперь немного поговорим о применении и выводах. На мой взгляд, подобное устройство является своего рода панацеей для людей, которые страдают от недостатка интерфейсов на их стационарных компьютерах либо ноутбуках. Как правило, таким страдают чаще всего современные ноутбуки, которые к тому же еще и порой следуют тенденциям и пытаются свести набор интерфейсов к минимуму. Тут как раз таки использование подобной коробочки будет более чем кстати, и больше всего радует именно наличие вариантов с разными портами. Кому-то нужен проводной интернет, когда приходишь домой, у кого-то в ноутбуке нет картридера, а у кого-то выхода на монитор. И подобные устройства с радостью помогут решить вам эти задачи, при этом не портя внешний вид вашего рабочего места. Кстати говоря, данное устройство поддерживает операционные системы Windows, Linux, macOS и также поддерживает OTG. Ну и конечно же, при всех достоинствах должно быть какое-нибудь но, и оно есть. Это цена. В розницу в наших магазинах электроники цена на подобное устройство может достигать целых 3000, и это явно недешево для USB-концентраторов. Однако, гуляя по магазинам, я все же смог их найти и по цене в 2000 рублей, и это вполне оправданная цена с учетом их функциональности и внешнего вида. В общем, вот такие вот у нас сегодня устройства. Да, цена немного кусачая, однако тяжело отрицать тот факт, что они действительно полезны и очень сильно помогут владельцам тех же ноутбуков, мини-компьютеров и всех тех устройств, на которых недостаточное количество интерфейсов. В общем, если информация по этим устройствам была вам полезна, если выпуск показался интересным, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и увидимся с вами в следующую среду. С вами был канал IT Verdict.
Пока!